Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. У нас такая погода, осенние краски. Я готовлю завтрак. Ну а вот и сам завтрак на новой красивой салфетке. Бутерброд, каша, кофе. Еду в лифте, буду гулять. На мне новые брюки, они отлично сочетаются с мятными кроссовками. Кофточка розовая тоже сюда подходит, мне очень понравилось. Погода у нас классная, комфортная, теплая. В самый раз, короче, гулять. В общем, буду наслаждаться. Ну, мне еще в магазин надо зайти за самыми такими банальными покупками. Самыми-самыми обычными. Кстати, ткань на брюках очень классная. Так, это уже другой день, тоже завтрак, бутерброд, каша с яблоком и фиником, кофе и свечки. Салфетка с ромашками. Я, как вы знаете, обожаю ромашку в любых проявлениях. Так, ну а сейчас буду умываться, наносить маску, ну и все такое. Сейчас я вот в бутылку заливаю жидкое мыло, чтобы при сливе была пена. Очень, кстати, удобно. Там дырки проделываю. Так, ну и уборка. Надо было уборку сделать еще в воскресенье вечером или в понедельник, но у меня тут я снимала обзоры, были занятия. Короче говоря, некогда мне было. Но, в общем, сегодня этим займусь. Для начала надо тут все смотать. Коврики, занавески мы задвигали, потому что мы занимались с лампочками, со всякими, чтобы было веселей. Так, у меня пришла в голову идея хранить мячики не на полу, а на балетных станках. Вот эти, то, что у стенки, мы их пока не используем, нам хватает одного. И я думаю, что пусть они здесь лежат, так эффектнее, симпатичнее. Вот. И вот это надо спрятать. Как-то тоже будет лучше, мне кажется. Обруч тоже хочу убрать. Сейчас проверю, чтобы он был прочно закреплен. И уберу его ко второму обручу. То есть, чтобы он не посередине тут стоял. Так, а это я как раз снимала обзоры на заказ Shein, на покупки в секонд-хенд. И если секонд-хенд я еще убрала, то покупки Shein так и лежат, потому что нужно было написать отзывы на Shein. Кстати, за это баллы дают, что хорошо. Вот, поэтому сейчас я все это отнесу в другую комнату и там уже разложу, потому что предстоит еще там уборка в комоде, и вот носки, шапка, перчатки, все это будет уже на своих местах лежать. Ну, просто, честно, не было времени, потому что в понедельник я как раз весь день была занята, и покупки, и заказы, занятия, потом съемки видео, вот, и вторник там, ну, короче. Так, это накладная, надо еще всякий мусор убрать. И тут закончить. Все повесить. Здесь собачья шерсть, так или иначе. Сколько не убирайся, все равно она имеется. Ну и я вот этими липкими блоками убираю, мне нравится. Раньше я их как-то не воспринимала, а сейчас понимаю, что очень хорошая вещь. Так что сейчас со всех подушек все соберу, чтобы было чисто. Но так или иначе шерсть разносится по всей квартире. Хочу здесь сделать небольшие перестановки в целом. Продумываю, но это не то, что я сейчас буду делать, это не окончательный вариант, просто пока что, а там посмотрим.
потому что в целом мне все здесь нравится, но у меня очень большие в будущем планы по оформлению. Так, сейчас тоже с этих подушек надо еще кресло, потому что это был такой вариант, чисто как вот я сделала зал, он мне был нужен. Я и сделала в хороших цветах, как мне нравится, но на самом деле у меня есть очень такая большая задумка, но она требует, во-первых, средств, и, во-вторых, самое главное, сначала надо понять, как это осуществить, потому что делать я все хочу, как всегда, своими руками, и поэтому тут предстоит именно хорошо подумать, как именно. Причем тут задумка в задумке, и это реально предстоит все продумать. В общем, короче, велотренажер пусть стоит здесь. Я когда на нем занимаюсь, все равно его вытаскиваю на середину, но тут он будет лучше. И теперь надо надуть фитбол. Пока я его не беру с собой, ну, всегда его можно сдуть. А так пусть будет надут, ничего страшного. Для разнообразия, к тому же они все так или иначе разные, разных размеров, и поскольку занимаются и взрослые, и даже ребенок, то вот этот вот он даже как бы поменьше будет, и мне кажется, лучше. Надо его надуть. Так, ну вот, порядок. И хорошо так смотрится. Так, этот тренажер пусть здесь где-нибудь стоит. Он нужен крайне редко, но в целом хороший. Так, уже надо и эти тренажеры применить. Ну что, теперь надо убраться в комоде в одежде. Я периодически это делаю, но, в общем, тут как-то давно это подзапустило. Здесь у меня лежат носки, колготки и всякие бандажи на руку, на ногу, тому подобное. Всякие гольфы, подследники, колготки, запас. Причем гольфы я не ношу давно, но запас у меня довольно большой. Так, ну и пылесосом все собрать. Тут все пропылесосить. Шастик интересуется. Удобные вот эти органайзеры для хранения, как раз носки, и еще в одном ящике у меня такой для труселей, для всяких топиков. Это удобно. Сейчас там еще надо с сушилки принести носки. Ну вот в целом такой вариант хранения мне нравится. Хотя не все помещается, к сожалению. Приходится еще что-то класть сверху, но это не так страшно, потому что, например, носки, естественно, используются ежедневно и отправляются в стирку, поэтому и для других быстро находится место. Ну, а стираю я когда, либо когда все сразу накопится, либо уже с каким-то другим бельем. Ну, по ситуации. Ну, обычно я, конечно, по возможности стараюсь раз в месяц разобраться, но тут как-то так получилось и летом жарко, как-то некомфортно, и потом какие-то дела. В общем-то, только-только добралась. Но сейчас надо будет более основательно разбираться, потому что где-то что-то еще новое докуплено. Так, в общем, сейчас все сложу. Тут еще носки, у которых нет пары. Она постепенно находится. Вот. Ну, а поскольку я покупаю, допустим, сразу одного цвета много пар, то бывает так, что если на каком-то дырка я выбрасываю, второй лежит,
потом еще у какой-то пары, там на носке дырка, выбрасывается, и из двух одна получается. Это очень удобно. Так, теперь здесь. Тут трусы, майки, топики и тому подобное. Пижамки, футболки. Это тоже нужно, в общем, рассортировать. Ну, по сути, здесь многое сложено, просто как бы убирала я не очень аккуратно в спешке, поэтому сейчас здесь опять же пыль, собачья шерсть все равно попадает, и надо складывать. Здесь у меня такой же органайзер. Тут у меня как раз трусы и топики лежат, а уже без органайзера майки, футболки и пижамки. Топики я покупала в фикс прайс, мне еще тогда повезло, они, по-моему, по 50, что ли, были рублей. А сейчас-то они, если есть, то дороже. В общем, мне очень свезло, я тогда набрала всех цветов, так как это было реально дешево. Набрала все, что могла, все цвета, даже те, которые, если мне не очень нравятся, хотя нет, ну, в принципе, красных тут нет, ну, а оранжевые, розовые вполне нормально. Ну, самые ценные, конечно, черные, телесные, ну, и зеленые, синие мне есть куда носить, и желтые. Я, кстати, и топики там на вот эти маечки на тонких бретельках тоже набрала много, хотя раньше я их активно носила, сейчас практически не использую, но они как бы есть, с ними ничего не будет. Вот они как раз всех цветов, тоже мне тогда обломились рублей по 50. Так что здорово. Как говорится, есть не просят. Тут у меня еще скопились кофты от пижам. Типа штаны порвались, выбросила, а кофты остались. Вот я думаю, наверное, надо к ним какие-нибудь шортики, что ли, прикупить, может быть. Не знаю. Потому что рвутся именно штаны, а кофты остаются. Хотя можно их как домашние приспособить. Там для уборки, еще для чего-то. Ну, тоже пусть лежат. Хотя они не в идеальном состоянии, но значит для уборки. Так, сижу, отдыхаю, пью какао без сахара. Очень, кстати, вкусно. И вот видите, подошла моя сюда купленная подставочка, салфетка по размеру. Но она будет лежать только когда я что-то здесь ем. Продолжаю уборку. Тоже принесла с сушилки вещи, сюда убираю. Так, это вторая часть от пижамы нашлась, а то я после приезда из Питера найти не могла. Так, вот еще одна пижамка. Это, кстати, ивановский трикотаж был, но купленный в магазине смешных цен. Но пока все в порядке. Так, здесь глобальная уборка будет. Спортивные костюмы, которые я ношу летом, надо отсюда будет убрать. Также какие-то, ну, еще вот это спортивное платье, оно мне нравится, но я его за сезон все равно ни разу не надела. Еще что-то такое, вот какие-то блузочки, потому что в этом ящике вечно все переполнено, и летние вещи сейчас точно здесь хранить не вариант. Вот этот костюм уберу, он мне нравится, но он такой летний, ну, на холодное лето, например. Кстати, в этот раз был и не актуален по этой причине. Нет, но носила, наверное, пару раз. Вот эти кофточки, может быть, тоже уберу, не знаю, сейчас надо подумать. Что-то прям уберу, вакуумные пакеты. Много, конечно, всего. Тут водолазки. Тому подобное. Ну, а вакуумные пакеты куда-нибудь, не знаю, в кровать, в диван. Там есть отделение, надо будет убрать. То, что для танцев уберу в другое
в другое место, вот там вот, где у меня желтый вот этот сверху стеллаж, и в 2 контейнерах у меня лежат как раз-таки шмотки для танцев. Вот что-то туда уберу. Вот, а сюда зато костюмы поместятся, свитера зимние не будут валяться. Вот еще брюки, кофта. Отличненько. Так, получаю свой заказ из активного гражданина. Мой выигрыш и фикс прайс. Смотрите, какой набор дорожный. Здесь 2 штуки какие-то с дозатором, а там можно что-то хранить. Прикольно. Такой дорожный. Ну, вообще всякая всякость. Мелочевка. Сумочек много интересных. Ходила в магазин. У нас, кстати, сейчас проливной дождь начался, вообще как бы вся промокла. Я, значит, ходила в Верный, взяла на пробу вот такой шоколад Red. Ну, мне понравилось то, что здесь написано, что в одной дольке 16 калорий. Вот. Ну и, соответственно, как вариант с чаем, дольку в день вполне можно. 16 калорий – это отлично, особенно учитывая, что у меня всегда большой недопор, так что могу себе позволить. В принципе, состав не самый плохой, он, конечно, хуже, чем Линд, но я, например, уже вот последнее время, когда в Ашан хожу, смотрю, что там акция 139 рублей, но на тот Линд, который тоже как бы с наполнителями, с разными, а вот такого, чтоб там 95%, ну, не было. Ну, а здесь состав как бы какао, и потом эритрит. Давайте я сейчас попробую поставить, так, сфокусировать. Почему-то не получается. Странно. Ну ладно. В общем, здесь какао тертое, эритрит, полидекстроза, дробленый миндаль, апельсиновая цедра, молочный жир, масло какао. Ну, дальше, конечно, идет каррагинан, лецитин соевый, ароматизатор. Ну, как бы вот, как-то так. Вряд ли я, конечно, буду повторять. Состав все равно не самый лучший. Но, с другой стороны, везде он сейчас такой. Не, ну, Линд все-таки по качеству гораздо лучше. Давайте посмотрим, какие тут дольки. Не пойми, как его открывать. Но, наверное, так. Вот так. Честно говоря, я думала, длинные будут, но здесь такие квадратики. Ну ладно, неважно. Ну, потому что хочется иногда что-нибудь разнообразия какого-то, а поскольку у меня максимум я себе поставила 1580 калорий, ну, как бы приложение поставила, а я вообще съедаю не больше 1000, максималка 1100, то, в принципе, вариантов в магазине не так-то много. Так, это с собаки взяла 3 упаковки суповых наборов, вот этих. Они, кстати, за килограмм были даже 80 с чем-то. Также я взяла фикс прайс салфетку такую. Ну, она быстро, в принципе, приходит в негодность, но как? Я ее в своей комнате на компьютерный стол кладу. У меня моя уже пришла совсем в негодность. Так, ну, честно говоря, все там было вот так вот смотано, рисунок не поймешь. Надо было, конечно, раскрыть, потому что с одной стороны все очень круто, только если не считать того, что лежать будет вот эта картинка вот так. Это, конечно, меня не очень радует, ну ладно. Хотя бы новая. Так, еще я взяла себе от Берлинга корректор. Ну, он мне нужен, в принципе, для моих раскрасок. Надеюсь, он как-то будет действовать. Только что-то я пока вижу не белую. А, вот белая жидкость. Нормально. В общем, я беру для всяких точек и так далее. 27,50, по-моему, была цена. Так, и еще я получала свой заказ, активный гражданин.
Это приложение «Активный гражданин». Кто живет в Москве, может там зарегистрироваться, точнее авторизоваться через МОСРУ. Там госуслуги, все такое. Ну вот. И голосовать за всякие новинки, тому подобное. И за это будут давать баллы. А баллы можно обменивать на всякие призы, походы на выставки, в музеи и промокоды во всякие магазины. И вот там Магнит Косметик, Леонардо, Детский мир, там еще что-то. И иногда можно что-то выигрывать. Я уже пополняла карту «Тройка» раза 4. Потом, когда появились промокоды в Леонардо, я по 500 рублей там промокоды. Я уже взяла промокодов на 2000. И, соответственно, в Леонардо взяла на 2000 всякие, карандаши, причем весьма недешевые. Вот. И тут мне пришло сообщение, что я типа выиграла вот монопод. Монопод с кнопкой Bluetooth, вот с их символикой «Активный гражданин». У меня, в принципе, есть 2 монопода, один в Питере, один здесь, в Москве. И я, в общем-то, ни тем, ни другим не пользуюсь. Но здесь монопод все-таки с этой кнопкой Bluetooth, что, в общем-то, неплохо. Так, давайте откроем сейчас, посмотрим. Цвет мне, кстати, нравится. Я, правда, недавно кнопку Bluetooth купила в Fix Price. Вот такую. Но она-то работает со смартфоном. Кстати, очень хорошая кнопка. А с виду вот один в один, в общем. Просто я думаю, что это будет прекрасно работать со смартфоном, а как бы с моноподом... С моими моноподами та бы не работала, понятное дело. Наверное. Так, тут еще батарейка. О, как хорошо. Держатель. Замечательно. Собственно говоря, держатель мне и в других моментах нужен. И, кстати, хорошо, что он отвинчивается, потому что он отвинчивается далеко не везде. Вот единственное, что, как я понимаю, вот этот монопод, он Bluetooth у него работает. Там написано, сколько он будет работать, если использовать до 10 раз в день, не более 10 раз в день. Но зато потом можно эту кнопку использовать тоже для смартфона. Вот. Прикольная штука, красивая, но больше, я думаю, о нем что еще скажешь. Здесь, наверное, все стандартно, надо вставить батарейку, вот включение. Я говорю, они вообще... похожи просто как близнецы. В общем, вот такой вот у меня выигрыш, что очень приятно. Ладно, это видео буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи, пока-пока.